Всем привет! Разберем такой узор. Значит, его можно использовать для пуловеров, для шарфов, для палантинов, для кардиганов. В общем, как фантазия ваша решит. Значит, к нему идет такая схема. В схеме указаны лицевые ряды. Изнаночные будем вязать по узору. Здесь пустые клеточки означают, что нет петли. Приступим. Значит, первый ряд. Кромочная петля. Затем 5 лицевых. Забыла сказать, что в рапорте 16 петель, за счет того, что вот нет петли, он кажется таким широким. На самом деле он не широкий. Как бы. Три, пять. 3 петли. Значит, изнаночный по узору. Так, начинается теперь все, второй ряд. Начинаем с первой кромочной, затем 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. И вот сейчас идут эти пустые клетки, мы их просто пропускаем. Вот они идут здесь в этом ряду, мы их просто 2 пропускаем и вяжем следующие 3 изнаночных. И коса у нас идет, коса идет 2 на 3, 2 петли мы подхватываем спереди, 3 петли оставляем за работой, переносим, меняем спицу, переносим их на левую, и 2 петли тоже переносим на левую, чтобы провязать 5 петель лицевыми идут. И 3 изнаночных, кромочную, изнаночную провязываем, изнаночный ряд по узору, так, следующий ряд 5, вяжем кромочная, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, изнаночные 3, и здесь этот ряд просто провязываем лицевыми, не ряд, косу. Так, и кромочная, изнаночная вяжем. Дальше идет изнаночный ряд,
Так, довязали. Седьмой ряд лицевой. Первая идет кромочная. 4 лицевых. Накид, лицевая, накид. 4 лицевых. 3 изнаночных. И коса. Перекидываем петли. Оставляем за работой 3 петли. Переносим их на левую спицу. И 2 петли перед работой тоже переносим их на левую спицу и провязываем. Так, следующий ряд изнаночный. Изнаночный вяжем по узору, что видим, то вяжем. Так, 9 ряд. Вяжем кромочная, 2 лицевых, 2 вместе. Первую петлю поворачиваем, с наклоном влево вяжется 2 петли, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо за передние стенки, 2 лицевых, 3 изнаночных. Косу мы провязываем этот ряд. Три изнаночных и кромочная изнаночная идет тоже. Так, изнаночный вяжем по узору. Одиннадцатый ряд вяжется сперва кромочная, затем 2 лицевых, снова разворачиваем петлю с наклоном влево, 2 вместе, 1 лицевая и 2 лицевой вместе провязываем, 2 лицевых, 3 изнаночных и коса. Три за работой, 2 перед, и меняем местами. Все на левую спицу переносим. Изнаночный ряд. Тринадцатый ряд. Вяжем кромочная, 2 лицевых и 3 вместе. 3 вместе мы вяжем, чтобы красиво получился уголком узор. Нужно перекинуть одну петлю, развернув ее на правую спицу, 2 вместе провязать лицевой и
снятую петлю продеть через провязанные 2 вместе. 2 лицевых, 3 изнаночных, 5 петель лицевых косы и 3 изнаночных, последняя кромочная изнаночная. Так, изнаночный ряд вяжем по узору. Следующий ряд 17, ой, извиняюсь, 15 ряд, перепрыгнула, 15 ряд. Здесь мы провязываем все петли лицевыми, затем идут 3 изнаночные, а здесь мы меняем местами узоры и вяжем с этой стороны накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 3 изнаночных и кромочная. Изнаночный ряд. Теперь 17 ряд. Первая кромочная. Делаем косу. Подхватываем 2 петли последние. 3 петли оставляем за работой. И переснимаем все на левую спицу. И провязать 5 петель лицевыми. 3 изнаночных, 2 лицевых, вернее 3 лицевых, накид, лицевая, накид и 3 лицевых, 3 изнаночных и последняя. Следующий ряд изнаночный, вяжем по узору. Так. Следующий ряд вяжем 19. 5 петель провязываем лицевой, 3 изнаночных, 4 лицевых, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 3 изнаночных и кромочная изнаночной. Изнаночный ряд по узору. Так, 21 ряд. Первый делаем косу, переснимаем петли, меняем местами. 3 остается за работой, 2 перед работой, переснимаем на левую спицу, чтобы провязать все лицевыми.
3 изнаночных. И здесь начинаем убавление. 2 лицевых, 2 вместе, 3 лицевых, 2 вместе, 2 лицевых, 3 изнанкой и изнаночная кромочной. Следующий идет 23 ряд. Провязываем 5 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 вместе, разворачиваем первую петлю с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, 3 изнаночных и кромочная. Значит, теперь 25 ряд. Перекидываем петли косы, меняем местами. 2 перед работой остаются. И провязываем лицевыми. 3 изнаночных, 2 лицевых, первую петлю переснимаем, провязываем с наклоном вправо 2 вместе и переснятую петлю продеваем через провязанные 2 вместе, 2 лицевых, 3 изнаночных и кромочная. Вот такой получается узор. Пробуйте, вяжите, пишите комментарии, если что непонятно. Всем пока.